Телевизионные проекты постоянно сталкиваются с трудностями во время их реализации, и успех при этом никто не гарантирует. Даже у именитых авторов может выйти откровенный шлак. Сегодня представим вам топ-5 сериалов, которые сталкивались с большими сложностями, но несмотря ни на что, стали зрительскими хитами. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и погнали смотреть топ. Пятое место. Близкие друзья. Это канадский сериал, малоизвестный на постсоветском пространстве, но снискавший славу за рубежом еще в начале 2000-х. Повествует о жизни приятелей-гомосексуалистов из Питтсбурга. Шоу до сих пор пользуется огромной популярностью среди геев и лесбиянок из-за правдивого изображения их жизни и радостей, которые они переживают. Также хорошо показаны сложности, с которыми приходилось сталкиваться в гомофобном обществе начала тысячелетия. Проблемы при создании проекта видятся очевидными. Тема гомосексуализма остро стоит и сейчас, а 20 лет назад и подавно воспринималась в штыки. Рон Коэн и Дэниел Липман, сценаристы и продюсеры сериала, отмечали, что столкнулись с жесткой гомофобией голливудских киноделов. Доходило до того, что агентства по подбору актеров отказывались помогать создателям из-за слишком острой темы. Еще одной проблемой было найти режиссера. Изначально пилотную серию должен был снимать Джоэль Шумахер, известный по фильмам о Бэтмене в исполнении Джорджа Клуни, «Время убивать» с Мэтью МакКонахи и Сандрой Буллок, «С меня хватит» с Майклом Дугласом. Но по неизвестным причинам он не стал занимать режиссерское кресло и выбыл из проекта. Позже он снимет «Телефонную будку» с Фарреллом, «Карточный домик» со Спейси, а «Близких друзей» в итоге поручит снимать малоизвестному Майклу Де Карло. Несмотря на все, сериал продержался в эфире 5 сезонов и имел огромные рейтинги в США и Канаде, а также стал одним из главных проводников идей о толерантности и равноправии в начале 21 века. Четвертое место. Американская семейка. Этот сериал несколько выбивается из остального общего списка. Во-первых, потому что это комедия, а во-вторых, в ней не было каких-то экстраординарных сложностей перед самим запуском. Если не считать, что написать юмористический сценарий гораздо сложнее, чем драматический, а подобрать смешных актеров вообще одна из самых тяжелых задач в продакшене. Данный ситком, как и предыдущий, не очень известен у нас, но очень популярен в США. Вышло аж 11 сезонов, сменилось поколение зрителей, но рейтинги оставались приличными до самого конца. Это история о 3 семьях. Отец семейства Джей Причет, который женится на молодой обворожительной колумбийке Глории. Дочь Джея Клэр, мать-домохозяйка, которая живет с мужем Филом и 3 детьми. И гей-сын Джея Митчелл и его партнер Кэмерон, которые удочерили вьетнамскую девочку Лили. Без темы гомосексуализма здесь тоже не обошлось, но так как ситком комедийный, канал и студия не вставляли палки в колеса. Перейдем к процессу создания. Сперва директор по кастингу Джефф Гринберг чуть не сошел с ума, потому что отсмотрел около 1400 человек на 10 ролей. В среднем по 140 кандидатов на место. Трудно оказалось выбрать напарника гея для Джесси Тайлера Фергюсона. В итоге сошлись на кандидатуре натурала Эрика Стоунстрита. С актерами-детьми тоже пришлось нелегко. В юном возрасте мало кто может хорошо играть, тем более в комедии. Но Стивен Левитан и Кристофер Ллойд, нет, не профессор из «Назад в будущее», а его тезка-продюсер, были приятно удивлены и сочли каст очень удачным. Следующие сложности начали возникать уже в ходе работы. Во время съемок пилотной серии обнаружилось, что Джули Боуэн беременна двойней, но живота не было видно, поэтому решили не менять актрису. Тем более устраивать новый кастинг было некогда. При старте первого сезона Ариэль Уинтер, исполнявшая роль Алекс Данфри, было всего 11 лет. И на съемочной площадке ее везде сопровождала мать. Скоро заметили, что мама абьюзит талантливую дочку, ругает за каждый лишний килограмм и якобы недостаточную самоотдачу. Из-за этого через некоторое время продюсеры запретили ее нахождение на площадке, а в 17 лет Ариэль и вовсе подала в суд, чтобы освободиться от опеки родителей. Со временем девочка выросла в девушку и даже сделала операцию по уменьшению груди. Когда вышло уже 3 сезона, почти весь актерский состав стал бойкотировать репетиции и требовать повысить гонорар. Несмотря на популярность картины, их контракты оставались на уровне первого сезона, из-за чего выход новых серий стал под угрозу. Руководители проекта помялись, но в итоге пришлось согласиться на новые условия и получили еще 7 сезонов популярности. Третье место. Побег.
Пьедестал открывает лента о двух братьях, где старшего приговаривают к казни, а младший, уверенный в его невиновности, совершает преступление, чтобы сесть вместе с братом и вытащить его оттуда. Для этого разрабатывает план побега и накалывает на все тело схему тюрьмы. На экранах сериал мог не оказаться по множеству причин. Изначально планировали сделать сериал к 2003 году, но телеканал Fox отложил его в сторону, чтобы заняться другими проектами. В их числе была уже вышедшая на телеэкраны драма «24 часа». К тому же такая сценарная концепция, по мнению боссов канала, больше бы подошла полнометражному фильму, а никак не сериалу. Тем не менее, режиссер и сценарист Пол Шойринг продолжил работу над сценарием, хотя сильно в нем сомневался. Он хотел сделать экшн-шоу, но как его воплотить в замкнутых локациях и строгих условиях тюрьмы, придумал не сразу. В один момент идеей заинтересовался Стивен Спилберг, но тогда плотно занимался «Войной миров» и помочь не смог. Начальники Fox хотели проект не слабее «Лоста» на канале ABC, поэтому еще раз рассмотрели предложение Шойринга, и в 2004 году на канале все-таки решили приступить к съемкам. Для этого нашли закрывшуюся тюрьму Joliet Correctional Center. В свое время она была одной из самых охраняемых в США. В ней даже сидел серийный убийца Джон Уэйн Гейси. Камеру маньяка и выбрали в качестве места пребывания Линкольна, старшего брата главного героя сериала. Из-за этого некоторые члены съемочной группы не хотели заходить внутрь. Они верили, что дух убийцы Гейси все еще там, что усложняло съемочный процесс. Доминик Персил, сыгравший как раз Линкольна Барроуза, мог вообще пролететь мимо. Его сперва посчитали слишком гламурным для образа преступника, тем более тогда он носил длинные волосы. Но за 3 дня до начала съемок не нашли никого лучше, и актера пришлось утвердить. Когда он пришел на площадку побритый налысо, оказалось, что киношные братья действительно похожи друг на друга. Это и успокоило режиссера. Переходя к главному герою, Майклу Скофилду, которого сыграл Вентворт Миллер, надо отметить, что путь к роли тоже был тернистым. После школы Вент поступил в Принстонский университет на специалиста английской литературы. Ничего не предвещало актерской карьеры, но после защиты диплома парень сорвался в Лос-Анджелес и начал ходить по кастингам. Параллельно зарабатывал тем, что выгуливал чужих собак и разносил кофе. За 3 года не поступило ни одного предложения, и Миллер почти отчаялся, пока в 2000 году его не взяли на эпизодическую роль сериала «Лучшие». После этого Вентворт продолжил появляться в эпизодах на ТВ. Благо, внешность парня помогала играть юнцов, даже когда ему перевалило за 30. Так, небольшими шагами Миллер и пришел к роли Майкла Скофилда в «Побеге». Никто не знает, заслужила бы картина любовь зрителей, если бы не личное обаяние актера. Второе место. «Бумажный дом». Сериал вышел в 2017 году и мог пройти незамеченным на обычном бесплатном испанском канале Антенна 3. По сюжету гениальный преступник по прозвищу Профессор собирает 8 воров, чтобы ограбить Королевский монетный двор Испании. Для конспирации вместо имен дает им названия городов – Токио, Рио, Москва, Денвер, Берлин, Осло, Хельсинки и Найроби. И разрабатывает хитроумный план. Что еще нужно для криминального хита? Оказалось, много всего. Во-первых, авторы сериала не получили разрешения снимать настоящий Королевский монетный двор Испании, поэтому вместо него сняли здание Высшего совета по научным исследованиям. А все зарубежные локации из-за недостатка финансирования снимали в студиях или с помощью графики. Во-вторых, если первый сезон в Испании хоть и был более-менее успешным, то во втором сезоне рейтинги среди зрителей упали вдвое, что сказалось на продолжении. Виной всему был большой перерыв между сериями. Их показывали по одной в неделю. Темп повествования терялся, а между сезонами вообще был перерыв в 3 месяца. Сериал решили не продлевать. Актеры уже попрощались друг с другом и принялись думать, где бы еще сняться, чтобы заработать денег. В-третьих, удачного показа ленты не случилось бы, если бы однажды кто-то из Netflix не решил до кучи купить этот сериал в базовый бесплатный каталог платформы. Однако такое решение приняли, что оказалось большой удачей и началом всемирного взлета. Специально для сервиса частично перемонтировали все серии, чтобы добавить динамики и оставить сильные сюжетные повороты в конце серии. И тут понеслось. На актеров за несколько месяцев вывалилась мировая слава. В соцсетях подписались миллионы людей. Оценки на Кинопоиске и IMDb взлетели выше 8 баллов. В какой-то момент он стал самым просматриваемым проектом Netflix. Это все равно, что ФК Ротор выиграл бы Лигу чемпионов. А мерч, маски с лицом Сальвадора Дали и красные комбинезоны теперь можно купить даже на Алишке. В таких нарядах начали проводиться митинги и демонстрации за демократию в разных странах мира. Вот чего можно добиться, если понравится зрителю. И боссам Netflix, конечно. Учитесь, полицейские с Рублевки.
Первое место. «Во все тяжкие». Или, как говорят на Западе, Breaking Bad. Казалось бы, такой культовый сериал, даже сериалище, в 2014 году получил «Золотой глобус». В том же году его же удостоился и исполнитель главной роли Уолтера Уайта Брайан Крэнстон. Мега захватывающая идея и необычная история для криминальной драмы про школьного учителя, заболевшего раком и решившего варить метамфетамин, чтобы заработать денег. Что могло пойти не так? Да буквально все. Сериал вообще мог не выйти и так и остаться в голове автора Винса Гиллигана. До появления идеи Винс засветился в культовых секретных материалах, но те закончились в 2002 году, и до выхода Breaking Bad в 2008 Гиллиган прозябал в не самых интересных проектах. По факту, будущий продюсер сериала был безработным и не знал, чем зарабатывать на жизнь. Пока однажды в телефонном разговоре со сценаристом Томом Шнауцем они не вспомнили статью New York Times, где рассказывали о парне, который варил метамфетамин в доме на колесах. Том пошутил: «Давай тоже этим займемся». И шутка оказалась пророческой. История о больном раке легких учителя химии, пришедшая на ум безработным сценаристам, отвергалась всеми телеканалами. TNT, Showtime, FX и HBO послали их куда подальше с такими персонажами. Создатели уже почти опустили руки, как на горизонте возник кабельный канал AMC, для которого решение взять проект стало самым важным в истории. Сценарий с грехом пополам приютили, но трудности не закончились от слова совсем. В 2005 году вышел сериал «Дурман», где главная героиня, чтобы прокормить детей, начинает продавать наркотики. Гиллиган чуть было не отменил проект из-за схожести тем. К счастью, коллеги его отговорили и убедили, что персонажи разные, а истории не похожи. Да и там была марихуана, а у них мед. Видимо, ребята разбирались в теме. С кастом на основного персонажа тоже возникли проблемы. Винс видел главного героя, который с развитием сюжета превращался из скромного учителя в главного наркобарона. На роль Уолтера нужен был человек, которого бы ненавидели, сочувствовали и симпатизировали одновременно. Руководители AMC хотели взять известных на тот момент Джона Кьюсака или Мэтью Бродерика. Кандидатуру Брайана Крэнстона вообще не рассматривали, но первые двое, к счастью, отказались, и Гиллиган все-таки смог протолкнуть на эту роль Крэнстона, потому что верил в него больше всех. В итоге оказался прав. Даже великий Энтони Хопкинс написал создателям сериала: «Исполнение роли Уолтера Уайта – лучшая актерская работа из всех мною виденных. Воистину великий актер». Подводя итог первому месту, отметим, что сериал мог загнуться на любом этапе производства. Съемки даже перенесли из Калифорнии в Нью-Мексико из-за недостатка финансирования. Но все сложилось так, что сага вошла в историю и перевернула отношение к телесериалам во всем мире. Какие из этих сериалов вы смотрели и какие понравились больше всего, пишите в комментариях. Если мы что-то переврали, то только из любви к утрированию и красивым рассказам. Смотрите другие наши ролики на канале, там будет много интересного. Как только соберется 10 тысяч пальцев вверх, мы выпустим вторую часть. Всем хороших просмотров!